Здорово, ребят! Хотел вам немножко записать про Бали. Вообще на Бали можно прилететь. Это единственная страна, куда можно прилететь, из которых я был туристу, не показывая паспорт никому. То есть просто зарегились в интернете, все сделали, оплатили, прилетели. Ни один таможенник или пограничник не возьмет ваш паспорт. Везде QR-коды, сканы. Можно полностью пройти в страну, не получив штампа ни электронного, и даже никто не возьмет в паспорт, кроме вас. Это раз. Во-вторых, посмотрите, какая красота. Что тут довольно уникально. За двухзначное число евро в день, что в принципе это вообще катастрофично супер мало, можно получить вот такие, вот такой вот просто шикарнейшую виллу. Конечно, в ней будет только 4 кабинета, 4 комнаты, то есть, в принципе, если понять, в 4 раза умножили, и вы получаете вообще весь дом. Представляете, фойе, на первом этаже никто не живет, только прислуга. Вот. Для чего это записываю? Где-нибудь в Африке за такую же стоимость вы получите просто полное говно чаще всего. Потому что получите вообще ничего недоломанное, поломанное. А за каких-нибудь в Анголе вообще за 200-300 евро вы получите просто маленькие красивенькие апартаменты. А тут вот это вот настоящая прям бронза. А еще классно в Индонезии, у них каждый домик типа по классике. Тут чаще всего я один. Вот в этом всем я один. Вот. Еще раз, это даже двухзначное число евро, даже не трехзначное. В Индонезии еще в каждом доме у них есть темпл. Вот, то есть это тоже считается частью виллы. Конечно, не везде пускают. Тут, например, по утрам занимаюсь йогой, когда время хватает или когда не серфю. И вот это вот все, это все тоже часть одной большой красоты. Вот, вид на рисовые поля. То есть это все вот одни хоромы. Тут это все рассчитано на 4 номера. Вот. Еще раз, в Европе это стоило бы, я не знаю, 700 евро в сутки. 700. А тут это стоит просто, можно сказать, любой человек с нормальной зарплатой, даже не с космической. В принципе, любой эксперт с Литвы может себе позволить пожить в таких хоромах. Ну, еще можно тут завтрак заказать. Вот, плавучий, красивый. И за $2 чаевых они просто будут рады, потому что вы можете быть единственный, кто им оставил чаевые. Вот так. Там, кстати, тоже очень красиво. Дальше. Там можно позаниматься карате или порастягиваться. Вот такая вот штучка это. Садик, в общем, классненький. Вот так вот. Так что, когда все говорят сказочная Бали, можно теоретически понимать, почему они это говорят, потому что вот реально, пожив в таком вот, как теоретически какой, ну, может, не король, или как король маленькой страны, как герцог, ну вот, в принципе, если вы даже снимете 4 номера или приедете не в сезон, если приедете не в сезон, то еще все дешевле, и вполне можете пожить здесь один. Вот. Вот так вот. Кстати, обратите внимание, какие у них красивые знаки. Да. Но, к сожалению, Гитлер испортил этот знак. Вот. И, кстати, посмотрите, рыбки плавают. Рыбки плавают, да? И самый прикол, они плавают под тобой. То есть тут, например, они могут проплыть, и ходишь по камешкам. Между камешков водичка, они плавают под тобой. И вот они уже в другом водоеме. Прикольно, нет? То есть, прикиньте, сколько нужно энергии вложить, чтобы рыбки плавали под камешками. Вот у них один водоем, а здесь другой. И они из одного в другой плавают. Вот она, голодная рыбка. Все сделано красивыми орнаментами. Вот. Ну и машина это, скорее всего, какой-нибудь владелец дома, таксист, который ждет вот уже пару минут. И это все типа твоя территория. Ну как твоя, типа живешь вот. Посмотрите. Просто шикарно, да? И мне что поражает, еще раз, для чего это записываю? Что в Европе ты получишь за эти деньги ничего. Есть много красивых мест. В Африке ты получишь полное говно. И вроде кажется, Бали или Индонезия там супер коррупционная страна. То есть просто там можно купить кучу документов легально, нелегально. То есть просто в интернете продают такие документы, да? Чего, в принципе, в нормальных странах не найдешь. Вот, но при этом здесь дешево и качественно. То есть, где дешево, люди радуются, что типа они наконец-то смогли там за свои $20 переспать в палатке. Но тут именно, что хотел сказать, обратите внимание, что есть бедные страны, в которых все мега дорого, то есть нормальные вещи просто безумно дорогие. А есть страны, в которых за копейки
можно купить какой-то просто вот сказку. Вот реально сказка. Я даже думал, может купить себе такой домик. Вот. Можешь жить один в Индонезии, да? Где-нибудь в Испании такой дом будет стоить раз в 20 больше. Вот. В зависимости от места. Кокосики растут. Пошел утром позанимался, выпил кокос, но они зеленые, я пробовал. Вот тебе место для занятия. Йога или чем хочешь. Ну, конечно, за змейками можно поглядывать. Это все-таки рядом большие пустоты. Вот. Из ванны вон у тебя, вон, видите, ванны. Вон, из ванны можно прям наблюдать, что творится дальше. Вон, просто зашел в ванну. Вот так вот. И еще раз, ребята, это все доступно каждому. Я вот с этого поражаюсь. И еще раз, так, если в нормальной такой цивилизованной Европе за эти деньги ты получишь просто часто бомжатник, ну не то что бомжатник, но получишь просто микроотель с маленькой комнатой. Если хочешь 4-5 звездочек, ты заплатишь там 2-3-4 сотни, в зависимости от страны. Ну, в Дубае там еще 5-6 и больше сотен. Ну, если в Эмиратах ты жил бы в таких хоромах, ну, я не знаю, сколько ты в сутки платил бы. 5000 евро. Сколько? Ну вот. Ну, в принципе, номера там, за 1000-2000 евро это просто номер. Вот. А здесь вот такой вот небольшой рай. Поэтому обратите внимание на экономику и как все сделано. Индонезия безумно коррупционная страна, но при этом здесь все не так дорого. Какая-нибудь Танзания, тоже бедная страна. При этом ты, говорю, за нормальный отель будешь платить космос. Просто космолет. Вот так вот. А в Европе, ну, сами знаете, как все происходит, тем более существующей инфляции. Да, кстати, хотел в Испании провести месяц этим летом. И просто посмотрел, что как-то прям не то, что ты себе позволить не можешь, но ты просто понимаешь, что это просто как-то нелогично. Вот. А тут живи, наслаждайся жизнью. И это даже еще не полный лухарь. Вот. То есть полный лухарь можно жить еще точно так же возле моря. Ну, конечно, шумный океан. Все, ребята, удачки. Пошел я, поехал наслаждаться красотами этого прекрасного острова. А вы имеете в виду, что коррупционная страна, бедная, но при этом все дешево и качественно. А в других странах коррупционно, все дорого и говно. Вот. От чего это зависит? Тоже от коррупции, но видно, как-то люди не любят свою страну или коррупция на другом уровне. Все, удачки.